Добрый день, друзья! Итак, мы начинаем серию видео по массажу. По массажу конечностей. Сегодня мы разберем массаж бедра. Сразу хочу сказать, что массаж я буду показывать, самомассаж буду показывать в двух вариантах. Одной рукой, то есть людям, у которых гемипарез, у которых одна рука не работает, и двумя руками. То есть для пациентов, у которых руки рабочие, ну и есть нижний монопарез или нижний парапарез двух ног. То есть в принципе будет два варианта. Еще хочу обратить ваше внимание. Массаж – это серьезная достаточно процедура, которая имеет ряд противопоказаний. Прежде чем начинать делать процедуру массажа, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и получите от него добро на эти процедуры, чтобы доктор вам сказал, что да, вам массаж делать можно. Обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Ну что, давайте приступать к массажу бедра. Поехали. Массаж бедра. Скажу, что массаж голени мы разбирали в предыдущих видео. Можно перейти по ссылочке сверху и посмотреть потом это видео. Сегодня массажа голени я коснусь в разрезе массажа двумя руками. Покажу несколько приемов. И теперь немного общей теории, которая соблюдается при лечебном массаже всегда. И вам советую это соблюдать тоже. Ничего страшного не случится, если вы вдруг вы там перепутаете, но лучше это соблюдать. Смотрите, друзья, массаж у нас делается сначала всегда выше лежащий участок, потом ниже лежащий. Например, сначала бедро, потом делаем голень. Сначала делаем плечо, потом делаем предплечье. Сначала делаем предплечье, потом делаем кисть, пальцы. Я не буду забивать вам голову физиологическими обоснованиями. Остановимся на том, что так лучше, так принято, так правильно. Итак, массаж бедра. Массаж бедра. Массаж бедра, как правило, делается сидя. Желательно под колен ногу придется крутить, чтобы добраться до всех мышц. Но когда у вас нога лежит коленочкой вверх, желательно ногу класть на валик. Итак, начнем мы с массажа одной рукой. То есть одной рукой. Понятно, что у нас диагональ. У нас, в данном случае, левая нога, правая рука. Значит, массаж мы всегда начинаем с легких таких поглаживающих движений. И еще одно, скажем так, физиологическое обоснование, что массаж у нас всегда делается в сторону сердца. То есть мы двигаемся снизу вверх. Если очередность массажа сверху, потом вниз, то массажные движения идут снизу и вверх, за исключением шеи. Соответственно, погладили. Со всех сторон ногу погладили. Просто погладили. Неважно, как у вас ляжет рука, надо зашевелить рецепторы. Надо дать им информацию через кожу, что вы начали трогать ногу. Далее. Следующий прием, как правило, идет, так называемое выжимание. И это тоже поглаживание, только более глубокое, более сильное. То есть мы сильно нажимаем на ногу и выдавливаем кровь в вышележащие сосуды. То есть выдавливаем. Вот такие движения делаем. То есть плотно прижимаем руку и сильно выдавливаем кровь. Далее. Следующим приемом мы будем разминать мышцы. Именно чтобы придать им определенную эластичность. То есть здесь ваша задача
смещать мышцу. То есть, грубо говоря, как тряпку выжимаем, но только одной рукой. Вот такие движения делаем. То есть верхнюю часть бедра мы прорабатываем вот такими движениями. То есть отрабатываем четырехглавую мышцу, массируем. Опять же, руку прошлись вверх, руку расслабили, перенесли вниз. Прошлись вверх, руку расслабили, перешли вниз. Когда нам надо подобраться к задней поверхности бедра, мы переносим валик на бок и сгибаем ногу чуть в колени. Все, вот такое положение получается. И из этого положения мы совершенно спокойно можем разминать нашу уже двуглавую мышцу бедра. То есть вот таким образом мы ее проминаем. Можно также поработать 4 пальцами, просто вот поразминать мышцу. Но у нас есть мышцы крупные и мясистые. Четырехглавая, двуглавая мышца бедра, икроножная мышца. То есть они крупные, хорошо, удобно хватать. Есть плоские мышцы. Ну, допустим, мышцы разгибателя пальцев. Мышцы предплечья внешней стороны. Вот здесь, тут ничего не схватишь. Поэтому здесь мы придавливаем. Но к руке мы еще вернемся. Просто показать. Если на ноге, это мышца передней большеберцовая. То есть ее не схватишь никак. Поэтому мы ее именно вот придавливаем и разминаем такими спиралевидными движениями. Можно пальцами поработать. Можно поработать большим пальцем. Но как удобно, об этом я уже говорил в предыдущем видео. Итак, проработали мышцу одной рукой со всех сторон, размяли. Следующее, нам надо ее хорошенечко разогреть. То есть этот прием называется растирание, и его просто, грубо говоря, как высекаем огонь. Здесь вот этот прием можно делать в обе стороны, и вверх, и вниз. То есть направление здесь не очень важно, поэтому как бы растираем всю ногу со всех сторон. Вот такими движениями. После этого, если мы говорим о тонусе, если мы говорим просто о том, что мы хорошенечко промяли ногу и мышцы набрали определенный тонус, даже просто у людей на массаже после разминания мышцы входят в тонус, нам надо эти мышцы расслабить. Поэтому нам надо потрясти, то есть это по аналогии с перкуссором, то есть легкие колебательные движения с небольшой частотой. Потрясли четырехглавую мышцу со всех сторон. Согнули ножку, потрясли двуглавую мышцу. Точно так же. Вот. И всегда, как правило, я не буду говорить об ударных приемах, там не будем вдаваться, это бытовой массаж, бытовой самомассаж, поэтому берем необходимый минимум, который даст вам эффект от этой процедуры. И всегда заканчиваем мы массаж участка бедра, голени, руки, кисти, пальцев, всего чего угодно. Опять же, легкими поглаживаниями. То есть, опять же, надо дать нервной системе через рецепторы сигнал о том, что все, расслабься, все будет хорошо, мы все сделали, мы заканчиваем. То есть, вообще, вот эта так называемая физиологическая кривая нагрузки, она во всем идет, постепенно поднимается вверх, доходит до пика и потом постепенно опускается вниз. Что в упражнениях, что, как вы видите, в массаже. То есть мы подняли интенсивность и закончили, плавненько опустили интенсивность. Вот, теперь, как это делать, когда у вас две руки? Здесь процесс немного становится проще, потому что мы можем обхватить ногу с двух сторон двумя руками. И вот такими движениями
разминать. Гладить можно. Вообще сразу всю поверхность покрывать ноги. Снизу вверх. Снизу вверх всю поверхность ноги. Далее. Выжимать кровь. Тоже можно, обхватив ногу. Но только пройти все участки. Все участки. То есть можно поочередно руками работать. Как вам будет удобно. Главное добиться ощущения выдавливания крови в более крупные сосуды. Что касается разминания, здесь мы можем работать, наверное, вот так буду показывать, чтобы было видно. Можем работать двумя большими пальцами. Прям разделить визуально ногу на линии и прорабатывать мышцы. Можем работать, чтобы удобно было подлезть на заднюю поверхность бедра. Можем работать 4 пальцами. То есть, опять же, здесь покажу. Вот такие движения совершать. То есть, также проминать ногу по линиям. То есть, отработали большими пальцами верхнюю часть бедра. Отработали 4 пальцами, 8 получается, нижнюю часть бедра. Растирание. Растирание тоже вверх-вниз. Достаточно интенсивно. Можно потереть как угодно. Потряхивание. Тоже с двух сторон взяли и как валяем, я не знаю, валенок, грубо говоря. То есть вот таким образом подражали мышцей. Вот так расслабили. Ну и опять же погладили. В конце погладили. А массаж голени 2 руками. Массаж передней большеберцовой мышцы, 2 руками делать неудобно. Тут вопрос, с какой руки просто вам удобнее подлезть к ней, к этой поверхности. А вот массаж икроножной мышцы, мясистой крупной мышцы, которую мы можем схватить, здесь лучше удобно делать 2 руками. То есть выжимать. Выжимать мы можем также 2 руками. Разминать. Мы можем ее скручивать. Мы можем ее 4 пальцами прям вот такими движениями прорабатывать. Разминать. Разминать. Мы можем ее по очереди посмещать, похватать руками. Еще раз говорю, я намеренно не говорю утвержденные названия приемов. То есть мне важно, чтобы вы запомнили вот на бытовом уровне это и не навредили себе. То есть если нужен профессиональный массаж, надо обращаться к профессиональным массажистам. Если вы сами себе делаете массаж, то мы будем говорить человеческим гражданским языком. Что касается растирания, то же самое 2 руками по очереди растерли с большой амплитудой. Потряхивание, конечно, удобно делать одной рукой, левой, правой, как вам удобно. И, соответственно, погладили. Массаж стопы, опять же, у нас был в том видео, на которое была ссылка в начале, наверху подсказочка. Вот. Что касается времени массажа и когда его делать. Массаж можно делать по-разному, с разной интенсивностью, преследуя разные цели. Поэтому, если вы планируете делать массаж перед разработкой сустава, мышцы или перед гимнастикой, но тогда, когда у вас спастика, когда у вас тонус, значит, здесь массаж делается с большим акцентом на разогревание, то есть на так называемые приемы растирания. Нам надо повысить температуру мышцы, повысить температуру связок, чтобы мышца под воздействием тепла чуть-чуть расслабилась, чтобы связки стали более эластичными и прочее. Если у вас плегия, и вы делаете массаж с целью завести мышцы, чтобы они хоть как-то начали работать, здесь у нас, конечно, превалируют приемы разминания. То есть мы нагружаем мышцу, мы ее крутим, мы ее сдавливаем, то есть мы ее сокращаем по большому счету.
А когда массаж у нас делается после процедуры, опять же, ну, здесь тонус или там у вас вялый парез, ну, недоплегия. То есть вы натрудили мышцы, и чтобы они не болели, вы хотите сделать себе массаж. Понятно, что в этом массаже, таком уже посттренировочном, преобладают приемы, опять же, разогревания, то есть растирания, приемы поглаживания, приемы выжимания, то есть улучшить кровоток, опорожнить сосуды, чтобы в них притекла новая кислородом богатая кровь. По времени процедуры на ногу в среднем у вас будет уходить где-то минут 10-15. Имейте в виду, друзья, на первых порах будут уставать сильно руки или рука, особенно если вы делаете одной рукой. Не совершайте подвигов. Все начинающие массажисты проходят, ну, если нормально начинают работать, через боли в руках. Вам это не нужно. Начинайте массаж с комфортного времени. Как вы чувствуете, что у вас рука уже устает, заканчивайте процедуру. День за днем у вас рука будет укрепляться. Время процедуры будет увеличиваться. Опять же, это механические однообразные достаточно движения, к которым ваши мышцы привыкнут, и вы сможете массаж делать достаточно долго. Но в среднем на ногу, даже если говорить о таком серьезном качественном массаже, уходит 10-20 минут на одну конечность. Это уж если очень, скажем так, стараться. После голени, как правило, отрабатывается стопа. То есть, как я уже говорил, отрабатываем сверху бедро, потом переходим ниже на голень, и потом переходим еще ниже на стопу, на подошвенную часть стопы. Массаж стопы тоже, соответственно, есть в том же видео, в котором и массаж голени. Пробуйте. Если будут вопросы, задавайте. Обсудим, подкорректируем. Очень люблю с вами общаться, отвечать на какие-то вопросы, но, простите, отвечаю не на все, некоторые вопросы есть, на которые я не понимаю, как ответить в силу того, что не знаю истории вашей болезни и прочее. Вопросов много, поэтому просто физически бывает на все не хватает времени сразу ответить. Потом я к ним возвращаюсь. Так что задавайте, пишите, обсуждайте. Вы тоже подключайтесь, обсуждайте, давайте какие-то идеи. Очень приятно порой почитать, просто интересно, как вы восстанавливаетесь, что вы делаете и так далее. То есть чем живее наше общение будет, тем больше мы полезного друг для друга сделаем. В следующем видео, на следующей неделе, будет у нас массаж плеча, плечевого сустава и, собственно, мышц плеча, мышц плечевой зоны. За это время уже накопится какой-то опыт по массажу всей ноги у вас. Вы с ним поделитесь и, возможно, придется массаж плеча уже давать с какими-то корректировками. На сегодня это все. Занимайтесь, делайте упражнения. Удачи вам в освоении массажа. Увидимся в следующих видео. Будьте здоровы. Всего доброго.